Говорим мы не только о тех, кто в данный момент находится за границей и ищет работу, но и о тех, кто остался в России, но желает работать в зарубежных компаниях. Итак, если вы в РФ, если вы искали работу в зарубежных компаниях, а сейчас вы сомневаетесь, не прекращайте искать варианты. Во-первых, за рубежом проживают десятки миллионов наших соотечественников, которым могут быть нужны русскоговорящие сотрудники. Во-вторых, если вы владеете английским языком и являетесь профессионалом своего дела, которое можно выполнять и онлайн, то некоторые компании по-прежнему будут рады сотрудничеству с вами. Так, например, после ухода из России ряда международных организаций IT-сектора на рынке появилось большое количество программистов без работы, но им тут же предложили варианты ряд крупных компаний за рубежом. Если вы фрилансер, вы можете рассматривать зарубежные платформы Freelancer, Indeed и многие другие. В интернете их полно. В комментариях вы можете оставить ваши рекомендации по платформам. С оплатой сейчас могут быть трудности, но о том, как можно решить данный вопрос, я расскажу в конце видео. На иностранных фриланс-платформах принцип работы похож, и наш Юду как раз заимствовал этот функционал. Например, на Freelancer заявка размещается работодателем, а зарегистрированные пользователи на нее откликаются. Затем их отбирает сам заказчик. Тем, кто только начинает какую-то деятельность и пока не имеет достаточно материала для портфолио, может быть сложнее, поскольку конкуренция большая. Оплата за проекты будет ниже, чем у остальных. Но это лишь до тех пор, пока вы не наберетесь опыта. Тогда у вас будет больше шансов постоянно быть задействованными в каком-либо проекте, так как иностранные работодатели могут не размещать заявку, а предложить сотрудничество, изучив профили пользователей. Соответственно, чем больше у вас рейтинг, тем больше вероятности быть замеченным. Если ваша профессия связана, скажем, с дизайном и не предполагает свободного владения английским языком, вы все равно можете выполнить заказы иностранных заказчиков. Но, друзья, давайте будем откровенны, потянуть английским будет не лишним, хотя бы потому, что так вам проще будет ориентироваться на иностранных площадках. А также не исключена возможность, что вас найдет клиент не на разовую работу, а на постоянную. Из-за официального блокирования привычного нам Инстаграма многие его пользователи переметнулись в Телеграм. Здесь тоже есть полезные чаты, с помощью которых реально найти работу, в том числе удаленно и в том числе за рубежом. Ниже я расскажу о некоторых таких Телеграм-каналах. Work in Art. Интересные вакансии в России и за рубежом. Здесь ежедневно выкладываются вакансии для тех, кто владеет русским и каким-либо иностранным языком для работы по всему миру. И несмотря на мировые обстоятельства и ситуации, в канале продолжают появляться вакансии ежедневно. Здесь есть предложения как о постоянной работе, так и о временной, а также канал размещает актуальную информацию по грантам и стипендиям. Канал отлично подойдет в том числе тем, кто уже находится на территории другой страны и находится в поиске работы, поскольку предложения поступают не только для тех, кто ищет удаленку. Друзья, и здесь хочу обратить ваше внимание, что самым популярным и простым вариантом для того, чтобы устроиться на работу за границей, является учеба за рубежом. Вопреки всем фейковым новостям, сейчас продолжаются зачисления в зарубежные вузы, и также нет никаких проблем, чтобы получить студенческую визу. На сайте smaps.ru представлено самое большое количество учебных заведений за рубежом, и там же есть онлайн-консультант, где вы можете задать любые интересующие вас вопросы. Телеграм-канал Brain Drain. Здесь есть возможность найти работу тем, кто хотел бы связать свою жизнь с наукой. Среди предлагающих сотрудничество есть даже Оксфордский университет или Упсальский университет. Это старейший университет Швеции и Скандинавии. Есть возможность и прохождения платных стажировок в США и других странах, в том числе и дистанционно. Телеграм-канал Work for Writers. По названию уже нетрудно догадаться, какие вакансии появляются в данном канале. Ищут здесь по большей части сотрудников для российских компаний, но периодически проскакивают варианты и для заграницы. Окей, если вы уже находитесь за границей. Наши студенты, отправляясь на учебу, рассчитывают прежде всего на удаленную работу в России. Самая большая проблема сейчас — это как получить деньги за работу. Даже не попавшие под санкции банки не выдают наличные в банкоматах и не дают оплатить покупки в магазинах. SWIFT-перевод делать с русской карты на иностранную тоже может быть рискованно. В некоторых европейских странах, например в Италии, за такие операции могут заблокировать и местные карты, не давая русскоговорящим студентам открыть новую. Конечно, здесь главная рекомендация будет искать вакансию именно в той стране, где вы находитесь, и рассматривать это как возможность сделать рывок в той сфере, в которой вы хотите себя проявить. Мониторьте при этом не только биржи труда и объявления о вакансиях. Также имеет смысл самостоятельно отправлять
отправлять резюме в компании, в которых вы заинтересованы. На сайтах многих компаний есть раздел «Вакансии», и вы можете отправлять туда ваше качественное резюме. Причем неважно, насколько большая компания. Там может работать и 50 человек, 1000 человек и 10 тысяч человек. Если вы учитесь в университете и вам достаточно найти любую работу, то нередко при университетах есть специальные офисы, которые помогают найти работу part-time. Единого названия у таких офисов нет, но это будет что-то типа Career Office. В той же Италии практикуется такой вид работы для студентов, как 150 (150 ore). За академический год студент имеет право работать 150 часов, не более 4 часов в день и минимум 4 часа в неделю в университете. Это могут быть работа в архивах, в библиотеке, на стойке регистрации и так далее. Получая 9 евро за каждый рабочий час. Есть, правда, несколько нюансов. Такую работу не могут получить студенты первого курса. Чтобы подать заявку, необходимо иметь около половины кредитов за прошлый курс. То есть должно быть сдано определенное количество экзаменов. Выплаты происходят единоразово после того, как отработаны все часы. Поэтому получать деньги каждый месяц не получится. Тем не менее, когда работа будет окончена полностью, а как быстро это произойдет, зависит от вас и вашего графика, который вы составляете сами, вы сможете получить на руки сразу 1350 евро. Теперь мы подошли к пункту, как принимать оплату. То, что многие банки под санкциями, говорить мне вам не придется. Нашими карточками пользоваться тоже много где нельзя. Да, есть карты Мир, Union Pay, но при этом их работа очень ограничена. Некоторые предприимчивые студенты находят возможности перевода на карты друзей. Но есть еще один способ, который пришел на ум российским студентам. Кстати, не только им. Это криптовалюта. Для этого сперва необходимо завести криптовалютный кошелек. Доступны они в том числе и онлайн, а также в виде привычных нам приложений для телефона. Для того, чтобы вывести средства в реальную валюту, нужно обратиться в специальные криптовалютные обменные пункты. Например, в Coinbase или GDAX, он же GDAX, Global Digital Asset Exchange. В некоторых странах существуют также и специальные криптовалютные карты, с которых снимать средства можно прямо в банкомате. Друзья, в любом случае, какие бы возможности для работы и варианты оплат мы не рассматривали, нужно понимать, что сейчас все меняется очень быстро. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы знать последние новости о возможностях в учебе и карьере за границей.